Мелкая моторика. Ну, мелкая моторика, мне кажется, это хотя бы единственное то, что родители знают. Вот кто занимается мелкой моторикой с детьми? От 1 года до 3 ее должно быть просто очень много. На странице «Дети гении», вы можете писать в Инстаграме «Дети», нижнее подчеркивание «Гении», у вас есть ссылочки здесь на этой страничке тоже. У вас есть прямо вот сверху, в актуальных, отдельные группы упражнений, которые вы тоже можете давать ребенку на развитие всех этих навыков. Поэтому переходите, смотрите вот эти кружочки, там их много, и они очень полезны. Очень много игр, потому что это помогает ребенку почувствовать свои руки. Ну, согласитесь, мы руками делаем все в своей жизни. Едим, пьем, водим машину, там, перебираем, шьем, работаем на компьютере, смотрим телефон. Поэтому, естественно, наши руки должны быть хорошо управляемыми. Да, и вот от того, насколько много ребенок игрался, это вы абсолютно без каких-то дополнительных вложений, вы можете и в домашних условиях пособирать все, что у вас есть в доме, да, я рассказывала вам об этом, как без дополнительных вложений организовать мега крутое пространство для развития вашего ребенка. Значит, пинцетный захват отрабатываем, потому что очень многие детки, вот много специалистов уже говорит, я слежу за многими специалистами, благодаря знаниям английского, французского языка я могу смотреть много интервью, в том числе педиатры, мне нравятся очень педиатры австралийской школы раннего развития, они рассказывают о том, что у многих детей есть проблема с пинцетным захватом, потому что не отрабатывались вот эти вот моменты, да, в раннем возрасте, хотя это, в принципе, не проблема давать ребенку пробовать делать определенные вещи, поэтому переходите на «Дети гении», там есть много игр и идей, что вам с этим делать. Мозг должен научиться автоматически управлять телом, в том числе руками ребенка, для того, чтобы он легче кушал. Вот смотрите, давайте такой маленький момент по поводу еды. Для того, чтобы донести ложечку в рот, вот нет у меня ложечки под рукой, не могу показать. Вы, когда несете ложку в рот, вы не замечаете, что для того, чтобы, если вы просто будете ее нести, у вас она попадет в щеку. Вам для того, чтобы попасть в рот, нужно подкрутить руку, и тогда она попадает в рот. Ваши дети еще не умеют этого делать, они еще не управляют своими руками настолько свободно, и для того, чтобы они отработали этот навык самостоятельной еды, им нужна практика. И очень многие родители этот момент упускают. Им легче и быстрее покормить ребенка самостоятельно, чем ждать 40 минут, пока он наденет штаны или пока он будет там ковыряться в своей тарелке. И вот это большая ошибка, потому что я называю это гиперопекой, медвежьей услугой, и наша задача детей научить быть самостоятельными, уверенными, независимыми, смелыми, потому что если мы этого не делаем первые 3 года, до тех пор, пока мы не отдаем ребенка в садик, то отдавать ребенка не готового в садик – это очень жестоко. Ребенок получает много стресса, да? Мало того, что новое пространство, новые правила, этого я не умею, раньше меня мама кормила, а тут на тебе. Воспитатель говорит, сам сиди, ковыряйся в ложке, на горшок не могу сходить, потому что меня к этому не приучили. Поэтому, опять же, я в рамках проекта «Все дети гении» даю это все комплексно, в том числе мы будем развивать с вами самостоятельность. Еще что вы можете добавлять? Логарифмика. С детками это на самом деле очень классная штука, потому что через музыку, через движение, да, ребенок намного быстрее будет изучать. То есть прозу и стих будет заходить быстрее. У меня даже есть такой опыт, когда у меня 2,5-летний мой старший сын, я его укладывала спать, у него был в период 2,5 года, он не хотел укладываться спать. Это период негативизма, кризис 2-летнего возраста, который проходит каждый ребенок, и ребенок отрицал. И плюс на этот момент наложилось рождение второго ребенка. Там тоже есть очень много особенностей, как помочь детям дружить и не ссориться, да, если есть братья и сестры. И вот мы сделали такую штуку, я читала ребенку просто стихи, я наксерила себе шпаргалок, у меня очень много книг, у нас огромная библиотека книг, дети очень любят читать. Я наксерила шпаргалок и читала перед сном ему сказки, не сказки, а стишки. В итоге он через 2 недели, я попросила мою маму уложить ребенка, я куда-то уезжала, и он выдал все эти стихи бабушки наизусть. То есть они запоминают все с моментальной скоростью. Главное их не просить, не тестировать и не заставлять. Просто читать, говорить, общаться и развивать вот эти вот все направления. Почему? Если у ребенка хорошо развит мозг, если у него хорошо развиты каналы восприятия информации, если вы говорили с ребенком с раннего детства, если у него есть музыка в ежедневной жизни, если вы занимаетесь с ним логарифмикой, если вы разговариваете с малышом много, то ребенок лучше и быстрее развивает свою речь. Поэтому если каких-то пунктиков еще нету в вашей ежедневной жизни, то обязательно это добавляйте. На практике я вам тоже даю дополнительно музыку Сузуки, потому что ее нет в открытом доступе, и у вас на практике 250 игр на запуск речи. Когда мы говорим про мозг, то там есть зоны верники, зоны БРК, от которых зависит вообще, в принципе, речь ребенка. Верники отвечают за восприятие речи, то есть, по сути, с момента рождения ваш ребенок воспринимает то, что он слышит. Это то, что я сказала, да? Уже к 3-6 месяцам малыш определяет все звуки мира и начинает адаптироваться под звук вашей речи. И от того, насколько много вы говорили с ребенком в этом периоде
времени зависит то, как будет идти воспроизведение речи. Там есть много разных моментов, почему оно может идти не так, поэтому на практике у нас вот есть разные направления, как это все корректировать и исправлять. Если вы научились вовлекать и завлекать ребенка через игры, через веселье, через позитив, то, естественно, ваш ребенок будет с удовольствием заниматься. И вот тут уже такой, знаете, талант мамы завлекать и сделать эти занятия интересными и увлекательными. На канале «Все дети гении» вы тоже можете посмотреть некоторые идеи. На Инстаграме тоже есть идеи, что можно давать ребенку. Ну и, конечно, на практике у нас более 2000 игр по этому поводу. Что еще можно добавлять? Бассейн. Во-первых, бассейн снимает стресс. Во-вторых, в бассейне, когда вы находитесь, чаще всего ребенок находится у вас на руках. Это эмоциональная связь, которая создается. С хорошо развитой эмоциональной связью между родителем и ребенком ребенок будет с большим удовольствием выполнять ваши там игры, задания, вовлекаться к вам в эти процессы. То есть вы фактически формируете сотрудничающего ребенка, который хочет с вами взаимодействовать. Бассейн, если ребенок ныряет и проплывает какое-то время под водой, он также развивает дыхание. То есть у ребенка речь в том числе зависит и от дыхания. Поэтому дополнительно к всем тем вещам, которые я сказала, вы можете также добавлять бассейн. Есть еще один пункт, который притормаживает процесс развития речи. Ну, первое, я хочу сказать, что соски, если они постоянно во рту, они тоже будут притормаживать процесс развития речи. Соски можно использовать, но только в крайнем случае. Там уложить ребенка спать, да, где-то в дороге, в машине, например, или еще где-то, чтобы ребенок себя чувствовал спокойно. Все остальное время забираем соску, чтобы ребенок ею не закрывал свой ротик и мог говорить свободно и рассказывать много полезных, интересных вещей. Еще один момент – это то, что мамы часто угадывают идеально, а что хотел сказать мой ребенок. Да? И вот если, например, мама идеально угадывает, получается ситуация того, что у ребенка нет мотивации вообще говорить. Мама, ага, ты яблоко хочешь? Хорошо, на тебе яблоко. Да? То есть мама не спрашивает, не мотивирует, не говорит, слушай, давай будем вместе говорить, да, вот яблоко или там еще как-то, еще что-то. То есть к этому тоже нужно ребенка вовлекать, завлекать и просить его повторять. Ну и в общем-то, то, что я хотела еще сказать, на что обращать внимание, параллельно с речью, вот когда мы с вами говорим, что все развивается в комплексе, параллельно с тем, что есть какие-то моменты в развитии речи, могут за этим всем тянуться еще другие моменты и другие сложности. Если есть моменты у ребенка, когда он капризный, неусидчивый, плохо концентрируется, он укачивается в дороге, в машине где-то его может там укачивать, например, его раздражают резкие звуки, он может как-то реагировать, да, скажем так, не совсем правильно, не совсем адекватно. Например, если вы видите, что ребенок не ловит ту информацию, которую вы говорите, тут тоже много моментов, иногда бывает, что вы неэффективно говорите и не совсем правильно доносите информацию, поэтому ребенок вас не слышит. Есть такая штука, как мама-радио. Это те, кто не умеют выставлять границы поведения и внутри этих границ давать максимальную свободу ребенка, они становятся мама-радио. Они повторяют и повторяют, а ребенок их не слышит. Поэтому тут это отдельная тема, мы разбираем ее в модуле психологии поведенческие вопросы уже непосредственно на курсе «Ваш ребенок не видит». Вот, то есть вот эти вот все моменты, о которых я сказала, там невнимательность, плохо говорит, плохо слышит, это все могут быть признаки того, что у ребенка есть особенности и проблемы в процессе развития структур мозга. И это все нужно корректировать. Это корректируется программами, которые вы проходите с ребенком. Если совсем очень такая сильная задержка, вы можете сделать нейрокоррекции, да, вы можете делать тест того, что происходит в структурах мозга ребенка и почему, по сути, он не говорит или происходят какие-то другие моменты. Но я скажу так, что если вы вовремя делаете нужные моменты, то, в принципе, ребенок начинает говорить довольно быстро. То есть хватает иногда некоторых корректировок для того, чтобы малыш начал говорить более активно. Очень важно, чтобы родители не забывали о том, что если происходит перекос, например, слишком много внимания интеллектуальному развитию, это проблема очень многих родителей, и очень много родителей, например, там пытаются зубрить с ребенком буквы, цифры, стихи, там карточки с момента рождения и так далее. То есть вот тут нужно понимать, что если вы перегибаете палку в направлении интеллектуального развития, то у вашего ребенка не хватает времени, чтобы заниматься физическим и сенсорным развитием. Ну и, соответственно, он недополучает то, что ему нужно по природе, да, то есть природа уже продумала программу и схему развития вашего ребенка. А если вы знаете эту схему и эту программу, да, то вы просто усиливаете эту программу. Если вы не знаете, извините, природе абсолютно все равно, знаете или нет, ребенок ваш все равно растет по этому принципу.
Помните, что все происходит по внутренней мотивации, через любовь, через позитив. Вы можете раскрыть невероятные таланты вашего суперребенка. И я, вы знаете, искренне верю в то, что каждый маленький человек, он приходит в этот мир с огромным потенциалом. Я работала с огромным количеством детей, у меня и онлайн группы, я вела реально офлайн занятия. Я видела, сколько детей, и в каждом из них есть какая-то изюминка, которую хочется прямо раскрывать и развивать. Поэтому присоединяйтесь, естественно, там будет очень много полезностей. Да, в принципе, я провожу вам много и бесплатных эфиров, и очень много полезных постов, поэтому это будет полезно абсолютно для всех.